Друзья мои, не прошло и полгода, как я села монтировать влоги из отпуска. Отдыхали мы в итальянском регионе Лацио на озере Лаго ди Бальсена и ездили по соседним городам. Чивита ди Баньо-Реджо, Орвието, Витербо, Монтефьясконе, Бальсена, Марта, сказочная деревня Сант'Анджело. Катались по озеру. Отпуск был просто замечательный. Мы видели столько разной красоты, что не передать словами. Хотя да, как раз таки прошло полгода. Мы отдыхали на Лаго ди Бальсена в начале августа. Сейчас у нас уже февраль. Я надеюсь, вы простите мне эту задержку. Но очень уж хочется поделиться с вами впечатлениями. Очень хочется поделиться видео, которое я там снимала. Каждый из этих городков настолько невероятно красивый. Там такая средневековая старина. Начинаю я эту серию этих роликов с Монтефьясконе. Покажу вам, где мы остановились. Сделаем такой небольшой рум-тур по B&B. И погуляем с вами по старому городу Монтефьясконе. Ну что, кому интересно, поехали! Мы остановились перекусить в автогриле. Ну, вот такой вот обед на четверых стоит сейчас 100 евро. Казалось бы, а что мы такого взяли? Ничего. Бон аппетита! Я нахожусь в городе Монтефьясконе, и мы только что заселились в апартаменты. Сейчас я вам их покажу. Совсем рядом находится возле крепости, папской крепости, где прятались папы римские во время всяких волнений. Ну что, заходим. Нас встречает котик. Я потом напишу, как называется это B&B, потому что бронировал все это муж. Так, вот это наша комната, наш апартамент. Здесь, видите, есть домофончик, дверь, диван раскладной сразу. Видите, мы уже его разложили. Сейчас включу свет. Вот. Значит, здесь раскладной диван. И он уже сразу нам его застелили. И уже ребенок мой валяется, отдыхает. Здесь будут спать наши девчонки. Светильник, телевизор, консоль, кто хочет поиграть. Видите, здесь кухня, есть все необходимое. Нам оставили, видите, такой вот сувенир съедобный. Эст ди Монтефьясконе. Это знаменитое местное вино. И сейчас как раз здесь проходит фестиваль вина. Кстати, вот название B&B. Вот оно. Вианданте. Или Вианданте. Так. Смотрите, здесь, значит, нам тоже оставили молоко оставили. Они говорят, мы не знаем, кто приезжает, и специально для завтрака оставляем молоко. Вдруг там дети, все такое. Можно сделать какао, кофемашина. В общем, для завтрака все. Здесь раздельный сбор мусора. Слушайте, так прикольный вид, мне так нравится. Такое средневековье, я в восторге. Нет кондиционера, но есть вентиляторы. Кстати, в эти дни как раз погода такая достаточно приятная. Там ванная комната, здесь спальня. Видите, она небольшая. Окна мы пооткрывали, чтобы немножечко проветрить, чтобы немножко здесь стало свежее. Вот такой вид интересный. Я в восторге, ребят. Оно недавно работает, поэтому все чистое, свежее. Мебель вся нормальная, красивая. Шкафы тут есть. Можно все разместить. Комната небольшая. Но есть все необходимое для того, чтобы остановиться здесь на день, неделю или даже месяц. Здесь они положили все, что нужно для домашнего хозяйства. Там веники, всякое такое. Туалет. В общем, есть все необходимое. И мне очень нравится вид из окон. Если честно, такое прям средневековье. Мне это все очень-очень нравится. Я вам покажу, как выглядит улица. Какой вид открывается с этого места на долину. Конечно, очень красиво. Вот там с площадки, с этой, очень классный вид. Ну вот такое вот место. И котик на крыльце. Котик. А сейчас, друзья мои, мы с вами пойдем прогуляемся по Монтефьясконе. Первым делом мы выйдем с вами на парковку, которая находится рядом с нашим B&B.
и она расположена у подножья Папской крепости. Крепость эта находится на горе, ее видно издалека, ее видно с озера, ее видно из других мест. Посмотрим, какой вид открывается с этой площадки, а потом прогуляемся по старому городу. Сразу хочу сказать, что погода, конечно, была в первый день не ахти, всю дорогу накрапывал дождик, и когда мы приехали в Монтефьясконе, в этот день тоже дождик шел, и у нас такие сомнения были, а что будет дальше, не будет ли у нас, не проведем ли мы весь отпуск дома, прячась от дождя. Но потом впоследствии распогодилось. Это тучи. Это тучки, Зая. Але что это, наверное? Это тучки, которые несут дождик в долину. Смотри, вон, видишь, и там тучки. Они вот такие большие. Да, интересно, да? И на самом деле было очень комфортно находиться в этом городе, потому что мы уехали из 40-градусной жары. В этот момент в Апулии, в городе Бари, было 40, около 40, чуть меньше, чуть больше, но тут влажность высокая, поэтому реально очень тяжело, очень душно, жарко. А в Монтефьясконе, куда мы приехали, там капал дождик, и было около плюс 20. И вы знаете, вот эти 20 градусов разницы, это в эту жару, когда ты уже на юге Италии за 2 месяца безумно устал от этой жары, то вот эта прохлада, которую мы нашли в горах, которую мы встретили в Монтефьясконе, она, конечно, очень-очень-очень порадовала. Прямо такая, знаете, как освежились. Монтефьясконе достаточно интересный город, и знаменит он несколькими вещами. Одна из первых вещей, которые приходят на ум, когда говоришь про этот город, это вина из Монтефьясконе. И приехали мы как раз-таки в те дни, когда здесь проходит 2-недельный фестиваль вина. И вы знаете, это было такое интересное событие. Мы не подгадывали, это так получилось совершенно случайно. Вот у мужа выпал отпуск в эти даты, и мы с мужем рассматривали разные места, куда бы поехать. И вот так остановились на этом озере, да, Лаго ди Бальсена, но без какой-то задней мысли, потому что мы на самом деле с мужем достаточно к этим всем вещам равнодушны. Но сам факт, что здесь проходил праздник, была куча мероприятий, дегустаций каждый вечер, какие-то кукинг-классы были, какие-то концерты. В общем, мы попали в такую прям гущу событий. И мы с утра уезжали на озеро, отдыхали, ездили по разным городам соседним, а вечером выходили просто в старый город и гуляли. И каждый вечер, как выходили, было какое-то мероприятие, знаете, вот так в сердце праздника. Это было классно. Такое вот ощущение отпуска, ощущение каникул, праздника. Это, конечно, порадовало и очень-очень мне понравилось. И городок-то сам небольшой, да, то есть там было много туристов, но, тем не менее, это не то, что там в центре Рима, да, идти, когда туристов тысячи там на одной площади находится. Нет, здесь было, конечно, гораздо меньше людей, но, тем не менее, знаете, живенько так. Вот, если вы любите такой вот отдых, да, отдых в каких-то небольших европейских старинных местах, и любите вино, например, любите разные такие фестивали, то посмотрите, вот в начале августа именно в этом городке проходит этот фестиваль вина. Может быть, вам как раз-таки будет очень интересно провести отпуск именно в этом месте. Как я уже сказала, в первый день нашего отпуска было пасмурно и накрапывал дождик. Поэтому на этой прогулке людей почти не видно. Но это пока. В следующих сюжетах их будет много. Несмотря на пасмурную погоду, мы сразу же после обеда пошли побродить по старому городу. Давайте с вами прогуляемся, и я поделюсь первым впечатлением о Монтефьясконе. Итак, Монтефьясконе – небольшой городок в регионе Лацио с населением около 13 тысяч человек. Он находится на отметке 600 метров над уровнем моря и может похвастаться редким панорамным видом на тихие воды озера Лаго ди Бальсена, которое образовалось 370 тысяч лет назад в кальдере потухших вулканов. По берегам озера Лаго ди Бальсена проходит консульская Кассиева дорога, которую видно с Бельведера Монтефьясконе. А еще на его берегах расположены интересные
старинные Борго. Вулканическая природа Монтефьяскона и его окрестностей весьма благосклонна к выращиванию виноградной лозы. И изысканные вина из этой местности сегодня экспортируются по всему миру. Это нашло отражение на гербе города. На нем изображены 6 маленьких гор, на которых держится бочка с вином. Первые письменные свидетельства об этом важном центре относятся к IX веку нашей эры. Но археологические раскопки показали, что вершина холма, на которой сегодня стоит исторический центр города, была заселена уже много столетий назад. Знатоки говорят, что интересен не только исторический центр, но и нижняя часть города, которая находится в долине внизу. Но мы в этом отпуске поселились на самом верху, у подножия внушительной папской крепости, вернее, того, что от нее осталось. И вот из этой точки открывается незабываемый живописный вид на вулканическое озеро. Мы утром выходили из дома, и я подолгу стояла на этой площадке и любовалась видом. И так как мы поселились возле крепости, то мы проводили время в старом городе, который находится на самом верху, в пределах крепостных стен. Как вы знаете из других моих видео, я просто обожаю такие места, старые итальянские города, где много камня, где все пропитано историей. Для меня это самые-самые вкусные части города. Что интересного можно посмотреть в Монтефьясконе? Ну, конечно же, собор Санта-Маргарита – это настоящий символ города. Его грандиозный купол, возвышающийся над городом, видно издалека. Купол этот диаметром 27 метров, и он является 4-м по величине куполом в Италии. Крупнее него только купол Сан-Пьетро в Риме, купол Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции и купол Пантеона. Церковь Санта-Маргарита была построена для хранения останков юной Маргариты, которая жила и умерла за христианскую веру. Начали это строительство в 15 веке, затем в 17 веке храм был перестроен. И в одном из следующих видео мы с вами обязательно зайдем внутрь, посмотрим интерьер этого прекрасного храма. Там внутри очень красиво. Так, следующее важное сооружение Монтефьяскона – это Рокка-дей-Папи, папская крепость. Мы с мужем и дочками ходили туда на экскурсию, поэтому в одном из следующих видео я покажу крепость подробнее. Рокка-дей-Папи находится на самой высокой точке Монтефьяскона, и она впечатляет просто своим величием. Когда-то это место имело огромное историческое значение. Именно здесь предпочитали проводить свои каникулы понтифики. Строили крепость в XII веке в оборонительных целях, ее несколько раз перестраивали, расширяли. В те смутные времена междоусобиц, войн и революций папам римским время от времени приходилось убегать из Рима, и бежали они именно сюда и прятались в этой крепости. Позже ситуация в Европе устаканилась, и убегать уже было не актуально, но место понтифики полюбили, и поэтому папы приезжали сюда просто проводить лето на каникулы. И я их, кстати, прекрасно понимаю. Вот представьте, сейчас в августе в Риме жара около 40 градусов, ну а здесь, на высоте 600 метров над уровнем моря, в это время свежо и приятно. Внушительная крепость на протяжении столетий видела огромное количество пап, кардиналов, епископов, которые укрывались за ее толстыми стенами. Но сегодня это место стало площадкой для выставок и концертов. Часть крепости давно разрушена, в центре ее небольшой археологический парк, ну а часть сооружения стоит до сих пор. И в этой сохранившейся части находится музей архитектуры Антонио да Сангало иль Джоване и большие исторические погреба с драгоценными тростниковыми сводами. В этих погребах по запросу можно провести дегустацию вин, попробовать местные деликатесы, типичные местные супы, например, можно попробовать. И вся эта крепость окружена прекрасным садом, в нем можно погулять. И из этого сада, из самой крепости открывается просто головокружительный вид на озеро и на окрестности. Еще круче, чем с точки у подножия Рокка-дей-Папи, где мы остановились. Я обязательно поделюсь с вами этим видом в видео, в котором буду рассказывать про экскурсию в крепость. Третье крупное и очень важное сооружение Монтефьяскона – это средневековая церковь Сан-Флавио. Это архитектурная жемчужина. Фактически это 2 разноуровневых здания, соединенных друг с другом через большой балкон. И
Интерьер этого потрясающего сооружения я тоже вам покажу в одном из следующих влогов из этого отпуска. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Помимо впечатляющей каменной архитектуры фасада и интерьеров и могил важных священнослужителей, церковь Сан-Флавио знаменита еще и тем, что в ней покоится некий Джованни де Фук, немецкий барон. И, пожалуй, это самая странная история этого города. Дело в том, что данный персонаж является чуть ли не местным героем. С его жизнью и смертью связана легенда о происхождении знаменитого вина Эст. В этом же видео я показывала вам одну из бутылочек этого вина. Хозяин B&B оставил нам его в подарок. Рассказывая про Монтефьясконе, нельзя не упомянуть этого человека, потому что барон де Фук является также одним из центральных персонажей проходящего сейчас в городе фестиваля вина. Подробнее обо всем об этом, о фестивале, о де Фуке и о городе Монтефьясконе расскажу в следующих видео. Вот такая у нас получается с вами атмосферная прогулка по вечернему Монтефьясконе. Город немножко в тумане, накрапывает небольшой дождик, но мне очень-очень интересно было гулять, потому что средневековые улочки этого города очень-очень атмосферны и безумно-безумно отличаются от всего, что я вижу на юге Италии в Апулии. После вечерней прогулки, после ужина дети наши пошли отдыхать, они устали, у нас была в этот день дорога, была большая прогулка, поэтому они уже взяли свои телефончики и сказали: мы отдыхаем. Ну, а я с мужем, мы отправились на ночной концерт. Концерт этот проходит, конечно же, по случаю фестиваля вина. И на концерте пели Альберто Ракетти и Алекс Масио. Альберто Ракетти – это известная личность в Италии, потому что он аккомпанирует знаменитому итальянскому певцу Васко Росси. Если вы интересуетесь Италией, то вы наверняка слышали это имя, может быть, любите какие-то его песни. Ну вот его аккомпаниатор Альберто Ракетти, он тоже поет, у него есть своя группа, и иногда вот он выступает на концертах с Алексом Масио, и они живут где-то недалеко, поэтому иногда вот они делают концерты в Монтефьясконе. Маленькая средневековая площадь, итальянцы и иностранцы с бокалами вина в руках пританцовывают, подпевают задушевные песни Ракетти и Масио. Короче, концерт был очень атмосферный, и отпуск начался просто отлично. После концерта я пошла спать с чудесным предвкушением, что в следующие дни нас ждет много интересного. Поэтому на этом видео я заканчиваю. Подписывайтесь на канал, если понравилось, ставьте лайк. Если вы были в Монтефьясконе, пишите свои впечатления об этом городе. Продолжение нашего отпуска будет очень-очень скоро в следующем видео. Чао-чао а тути. Всем пока-пока. Il califfo Alessandro Ma ha ricordato, no, ma quella la possiamo, secondo me in questo momento possiamo evitarla, quella canzone non la vogliamo fare, non la facciamo più, ne facciamo un'altra. Dai, sicuro che me la fai più tardi, sono sicuro. Poi perché gliel'ho detto non me la fa, ma me la fa a tre bocchette e fra un paio di pezzi. Grande. Dai, ma ci hai portato cose, che è? Roba... Questa è... Spritz, Campari Spritz. Ah, Campari Spritz. Spritz. Non c'avete i bicchieri, mamma mia. Siamo sempre a fare brindisi. La fiera del vino ci dovreste avere tutti i bicchieri col vino pieno. A me mi tocca aspettare domani mattina e vanno a casa. La scortesia proprio.